Всем привет, с вами Академия Покера, и сегодня мы подведем промежуточные итоги достижения наших учеников. Несмотря на то, что не завершилась даже половина года, нам уже есть чем похвастаться. В этом видео мы расскажем, каких успехов достигли ученики Вячеслава Слэша и Максима Холдера. А в конце бонусом раскроем винрейт и кэш игроков, которых тренировал Сергей Феликс. Итак, вы наверняка уже подписались и поторопились поставить нам лайк, а значит начинаем. Покер.ру и Винбет. Играйте на виртуальные фишки с друзьями. Создавайте свои столы и турниры. Увеличивайте рейтинг и участвуйте в акциях. Здесь большой выбор дисциплин и турниров. Первым хит-парад открывает Вячеслав Слэш. Ян пришел в группу Вячеслава с багажом покерных знаний. Он уже поигрывал средние лимиты, закрепиться на них не удавалось. После первого занятия выяснилось, в чем заключается проблема. Дисциплина, игра не по банкроллу, а также недостаток математики. Поэтому решили начать именно с этих пунктов. Составили сетку турниров, добавили новые румы, подтянули математику. Результаты не заставили себя ждать. Значительно выросло количество дипранов и финалок. Один из лучших, второе место в турнире за $44 с призовыми более 3500. Также Ян успешно прошел отбор на дорогой турнир Веном на Покер Кинг, но, к сожалению, пока без заноса. Но у Яна все впереди, он продолжает работать над игрой, чтобы улучшить свои результаты. Санжар попал к Слэшу также, будучи не новичком в покере. За его плечами был опыт игры на ЕПТ и других сериях, а также игра в онлайне на средних лимитах. Но вместе с опытом много ненужной агрессии, проблемы с дисциплиной и путаница в чартах. В первую очередь Вячеслав занялся онлайном. Быстро убрали агрессивные мувы, выучили префлоп. И как следствие результат. Только посмотрите на эти заносы. 3 финалки и почти $30 000 профита. Закрепив онлайн, Санжар и Вячеслав начинают заниматься офлайном. И что-то нам подсказывает, что результат за живыми столами также не заставит себя ждать. Еще один ученик Вячеслава — Иван. Иван долгое время катал микролимиты и делал вылазки на более высокий IB на покерок, но почувствовал, что нужно менять подход к игре. После разбора выяснилось, что у Ивана есть классические ошибки, которые мешают расти по лимитам. Игра не по банкроллу, дисциплина, отсутствие селекта. Площадку менять не стали и сосредоточились на турнирах покерок. Выстроили сетку, проработали дисциплину, проговорили важность банкролла. Спустя уже короткое время началась игра в стабильный плюс. Посмотрите на эти результаты. Это далеко не все заносы, которые оформил Иван. Несмотря на устраненные ошибки и крутые дипраны, Иван продолжает обучение дальше и больше. Андрей только начал свое обучение у Вячеслава. Как произошел потрясающий буст. Финальный стол, третье место в турнире за $504 и почти 5500 призовых. До заноса Андрей успел немного изучить чарты, сайзинги, типы игроков и подстройку. А также он начал играть с использованием софта. Как утверждает тренер, это точно нельзя назвать везением. Такая сумма не вскружила голову Андрею. Он продолжает обучение, чтобы сделать подобные результаты постоянными. Переходим к следующему тренеру. На очереди Максим Холдер и его топ-ученики, которые показали лучшие результаты за первые несколько месяцев текущего года. Поехали! Юрий уже успешно завершил обучение. Как и у большинства игроков, у него были проблемы с агрессией на поздних стадиях, из-за чего терялся стэк, что часто стоило высоких мест. Хотя у Юрия было несколько неплохих проходов, дисциплина все же была на хорошем уровне. Максим и Юрий проработали больные места, разобрали стратегии 3-бета и рейзов на постфлопе, позанимались во флопзиле для улучшения понимания диапазонов. Все это не прошло даром. Уже вскоре Юра задипранил финалку мейна на серии Swiss Poker в Разводове, заработав более 8000 евро. Еще один ученик Холдера, завершивший курс, Алексей. С ним основная работа пришлась на постфлоп. Проработали игру в позиции и без позиции, как эффективнее защищаться от агрессии и самому играть активнее. В результате получилось прокачать постфлоп, появилась больше уверенность в действиях, а также понимание своих соперников и верные решения, как реагировать на их игру. Применив знания на практике, Алексей показал невероятный результат. Финальный стол и 5-е место в главном событии серии на Алтае и 300 000 рублей призовых. В отличие от двух предыдущих историй, Самвелу пришлось познавать все секреты турнирного покера. Максим начал работу с самых азов.
чартов стартовых рук, игра на префлопе и постфлопе, и заканчивая работой во флопзеле над диапазонными соперников и поиском оптимальных линий игры против них с подстройкой для более эффективных действий на постфлопе. Как результат, Самвел почти занес Килополяну в $5 турнире, но остановился на 4-м месте, заработав $1300 призовых. И это лишь начало карьеры ученика. А вот и обещанный бонус. В Академии покера учат не только турнирным премудростям, но еще и секретам кэш-игры. Не можем не поделиться 3 самыми впечатляющими результатами, которые показали ученики Сергея Феликса. Левон прошел курс за 3 месяца и отправился покорять более высокие лимиты. Насколько помогли уроки Феликса, можно посмотреть по графику. 24 тысячи рук с винрейтом 17 ББ. Анна – спокойная и рассудительная девушка, которая решила посвятить свою жизнь кэшу. Хороший селект и выполнение домашних работ дали вполне ощутимый результат в 9 ББ на 100 на внушительном отрезке 100 тысяч рук. А завершает наш марафон Максим. Максим – поклонник яблочных технологий, который не особо жалуют покеристы. Свой путь он начинал с одного стола, что значительно отражалось не только на игре, но и на профите. Поступив на обучение с NL10, Максим значительно подтянул свой префлоп, и вот результат. На отрезке в почти 14 тысяч рук он показал впечатляющий винрейт – 23 ББ на 100. Это результаты лишь малой части наших учеников, которые твердо идут к своей цели. Хочешь больше понимать покер и обновить свой best cash, записывайся на курс, и наши тренеры обеспечат результат.